Подожди минуту, ты знал, что мы изучили и нанесли на карты Марс лучше, чем большую часть земного морского дна? У нас на орбите 12 400 спутников, и при этом ни одного Ктулху на горизонте. Ладно, если быть справедливыми, возможно, он просто спит где-то очень глубоко внизу. Но тогда как можно было пропустить живой гигантский коралл возрастом около 300 лет, размером примерно с размах крыльев Боинг 737-го? Такое, казалось бы, должно быть видно даже из космоса. Итак, пришло время рассказать историю о том, что выглядело как крупнейший организм на нашей планете. В конце 2024 года команда National Geographic отправилась в экспедицию для исследования вод у Соломоновых островов. Они не гнались за легендами и не охотились за морскими чудовищами, по крайней мере официально. Их задачей было задокументировать морское биоразнообразие, составить карты и, если повезет, снять несколько впечатляющих подводных объектов. Во время погружения у побережья Мабуракуа они столкнулись с чем-то странным, огромной структурой, похожей на валун, поднимающийся со дна океана. С поверхности это напоминало затонувший корабль, что само по себе было бы находкой, ведь обнаружение пиратских кораблекрушений на самом деле большая редкость. Если интересно, одно из них нашли в 1984 году. Оно называлось Вайда Галии и остается единственным полностью подтвержденным кораблекрушением пиратов Золотого века, найденным вместе с настоящим пиратским золотом начала XVIII века. Но справедливости ради, найти нечто подобное возле Соломоновых островов крайне маловероятно. Эти острова находятся в южной части Тихого океана, тогда как эпоха карибских пиратов, таких как Черная Борода и экипаж Вайдах Галии, была связана в основном с Карибским морем, Атлантикой и Индийским океаном. Здесь же, если и искать обломки судов, то скорее реликвии более современных морских сражений. Этот регион видел одни из самых ожесточенных боев в истории. Вот такая сегодня минутка морской истории. Но нет, это был не корабль. Это было нечто живое и куда более впечатляющее. Валун оказался одним гигантским кораллом вида Павона клавус. Не рифом, состоящим из десятков колоний, как мы привыкли видеть, а единым колоссальным организмом, сложенным из бесчисленных крошечных полипов, клонов друг друга, работающих как единое целое. Давайте с этого момента называть его коралловым королем. Дайверы измерили его. Примерно 111 футов в ширину, 104 фута в длину и 18 футов в высоту. Это больше баскетбольной площадки НБА, к которой прицепили кольцо и обернули вокруг головы стоящие жирафы. Так что да, технически его действительно можно увидеть из космоса. Хотя на практике его обнаружили по старинке, просто буквально вплыли в него. Что примечательно, даже местные жители не знали о его существовании. Судя по скорости роста, ученые считают, что коралловый король расширялся примерно 300 лет. То есть его жизнь началась в начале 1700-х годов, во времена, когда были модны напудренные парики, а Соединенные Штаты еще существовали лишь как идея. Когда большинство людей слышат слово «коралл». Коралл. Они представляют красивые подводные камни или яркие растения. Я и сам раньше думал, что это что-то вроде морских водорослей. Но правда в том, что коралл – это животное. А в нашем случае одно огромное животное. Каждый коралл начинает жизнь как миллиарды крошечных существ, называемых полипами. Они похожи на маленькие, размером с мармеладку, морские анемоны, которые строят себе миниатюрные известняковые чашечки для жизни. Обычно рифы – это как подводные кварталы, где рядом живут десятки или даже сотни колоний кораллов. Но этот гигант у Соломоновых островов другой. Он скорее похож на один мегадом, где каждая квартира принадлежит одному и тому же жильцу. Как такое возможно? Потому что каждый полип внутри
клон одного и того же организма. Все они генетически идентичны и действуют как единое целое. Это все равно, что клонировать себя миллиард раз, а затем заставить всех клонов навсегда сцепиться руками, изображая одно огромное тело супергероя. Вот так и существует коралловый король. И есть еще одна любопытная особенность этого существа. Кораллы животные, но они не гоняются за добычей и не заглатывают рыбу. Каждый крошечный полип вытягивает щупальца, чтобы ловить проплывающий мимо планктон или другие микроскопические растения и животных, которых приносит течение. Но это лишь часть истории. Внутри своих тканей кораллы содержат тайного партнера – микроскопические водоросли, называемые зооксантеллами. Эти водоросли осуществляют фотосинтез, используя солнечный свет для производства сахаров, а коралл питается остатками. Взамен водоросли получают безопасное место для жизни. Это один из самых честных соседских договоров в природе. К тому же именно водоросли придают кораллам их яркую окраску. Когда из-за жары кораллы испытывают стресс, они изгоняют этих партнеров и становятся призрачно-белыми. Процесс, известный как обесцвечивание. Это визуальный сигнал СОС от экосистемы, находящейся в беде. Подобное сожительство характерно не только для кораллов. Есть и другие существа, например, гигантские моллюски, которые делают нечто похожее. Но еще одна уникальная черта кораллов – их долголетие. Исследования показывают, что некоторые кораллы могут дремать, прикрепленные ко дну, до 5000 лет, что делает их самыми долгоживущими животными на Земле. На этом фоне наш коралловый король выглядит всего лишь подростком. До недавнего времени тяжеловесным чемпионом океанов считался синий кит. Он вырастает до 105 футов в длину, весит больше 30 слонов, имеет сердце размером с автомобиль и язык, который тоже может перевесить машину. Но, как мы уже сказали, по занимаемой площади коралловый король, похоже, обошел кита. Кроме того, это настоящий оазис жизни, подводный город, где сами стены живые, мелкие рыбы петляют в его трещинах, крабы ползают по выступам, а бесчисленные мелкие организмы прячутся в складках, находя там защиту. Просто существуя, этот гигантский город полипов стал домом для целого сообщества морских обитателей. Именно поэтому ученые так заинтересованы им. Защита одной такой огромной колонии – это не только забота об одном организме, но и сохранение множества других видов, зависящих от него. Но есть и плохие новости. Организмы по всему миру сталкиваются с серьезными угрозами: потеплением океанов, повышенной кислотностью воды и массовыми событиями обесцвечивания. Даже нечто настолько массивное не является неуязвимым. Если коралл такого масштаба находится под угрозой, то у меньших и более хрупких рифов шансов еще меньше. Важно то, что открытия вроде кораллового короля – это не просто материал для забавных видео и викторин. Они меняют наше понимание самой жизни. Такой объект может рассказать нам о здоровье океана, климатической истории и о том, как экосистемы выживают на протяжении веков. Для Соломоновых островов это открытие может иметь национальное значение. Кораллового короля нашли случайно, и это заставляет задуматься, что еще может скрываться вокруг нас. Океан покрывает более 70% поверхности Земли, а мы исследовали лишь крошечную его часть. Большая часть глубин до сих пор остается полной загадкой. Кто знает, возможно, там есть рифы размером со стадионы, рыбы длиннее автобусов или странные существа, которых еще нет ни в одном учебнике биологии. И вот неожиданный поворот. Возможно, коралловый король уже лишился своего трона.
В конце 2024 года морские биологи из Ocean Gardener наткнулись на еще более крупный коралл возле долины Нуса Пенида. Прямо у всех на виду, там, где ежедневно проплывают сотни дайверов, скрывалась массивная колония Галаксия астриата. Она имеет около 190 футов в ширину, 233 футов в длину и 33 футов в высоту, покрывая более 43 тысяч квадратных футов. По длине это сопоставимо с Boeing 747, что превосходит сравнение кораллового короля с 737. Еще более поразительное место, где он обитает. Это пролив Ламбок, естественный перекресток, где сталкиваются воды Тихого и Индийского океанов. Пролив работает как конвейер еды, принося питательные вещества и свежие личинки кораллов. Для неподвижного существа вроде коралла это все равно, что жить рядом с круглосуточным шведским столом ешь сколько хочешь. Исследователи считают, что это может быть крупнейшая одиночная колония, когда-либо зафиксированная. Хотя они все еще проверяют, является ли она действительно одним гигантским организмом или несколькими сросшимися колониями. Итог таков. Прежде чем мы доберемся до настоящих глубин океана, многое еще остается скрытым буквально у нас под носом. Коралловый король, гигант из долины и бесчисленные другие тайны напоминают нам, что море неохотно раскрывает свои секреты. Так что помни об этом в следующий раз, когда будешь нырять. Возможно, ты наткнешься на нечто большее, чем реактивный самолет, старше некоторых королевств и страннее, чем ты можешь себе представить. Или даже чем могу представить я. На сегодня все. И если ты утолил свое любопытство, поставь лайк видео и поделись им с друзьями.